Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио. И сегодня мы будем вязать крючком с пайетками топик и юбку для кукол. Я буду использовать вот такие маленькие пайетки с отверстием по центру. Их диаметр всего 2 мм. Крючок у меня 0,5 мм. Также для набора пайеток понадобится игла. У меня вот такая бисерная. Главное, чтобы ее ушко вместе с ниткой пролезало в отверстие пайетки. Ну а вязать я буду обычными швейными нитками. А для наглядности все основные элементы я буду показывать на более крупной пряже. Если вам будет сложно вязать тонкими нитками, возьмите нить и пайетки покрупнее и, потренировавшись, постепенно уменьшайте размер материалов. Сначала нужно набрать пайетки на рабочую нить. Не срезая нить, прямо с катушки вдеваю кончик в иголку и нанизываю пайетки. В идеале их нужно набрать столько, чтобы хватило на все изделие. Но если не хватит, конечно же, можно отставить новую набранную нить. На всякий случай возьму с запасом. У меня получилась нить 25 сантиметров. На конце делаю петлю. Из нее вытягиваю следующую. А затем еще одну и так далее. Так набираю цепочку из 10 воздушных петель. Вытягиваю еще одну петлю подъема. Ввожу крючок во вторую петлю с краю и вытягиваю. Затем провязываю обе петли на крючке. Это столбик без накида. Такими столбиками вяжу в каждую петлю до конца ряда. Второй и все четные ряды я буду провязывать с пайетками. Вязать буду так называемым английским способом. При переходе на следующий ряд делаю одну воздушную петлю. Вытягиваю первую петлю, подтягиваю пайетку и цепляю нить за ней. И провязываю обе петли на крючке. Вяжу так до конца ряда. Петли сильно не затягиваю, чтобы чешуйки свободно двигались.
Третий и все нечетные ряды, так же как и первый, провязываю пустыми столбиками без накида, не захватывая пайетки. Начиная с этого ряда, буду делать прибавки, чтобы получить форму трапеции. Провязываю первый столбик, и второй вяжу из той же самой петли. Далее провязываю как обычно. Из последней петли вывязываю также 2 столбика. Четвертый и все четные ряды вяжу с пайетками без изменений. Таким чередованием рядов с пайетками и рядов с прибавками вяжу желаемое количество рядов. Их выбирайте в зависимости от длины топа. У меня получилось 40 рядов. Затем провязываю еще 3 ряда без прибавок. Теперь обработаю скосы и сделаю лямки завязки. Провязываю простыми столбиками без накида боковину трапеции. Дойдя до верхнего угла, набираю цепочку из 100 воздушных петель. И теперь провязываю один ряд столбиками без накида, возвращаясь обратно. Такую же лямку вяжу с другой стороны. На нижние углы трапеции я пришью соединительные колечки. В них будут продеваться концы лямок. Вместо колец можно сделать петельки теми же нитками. Для юбки набираю 64 петли по обхвату талии куклы. Вязать буду не круговым способом, а также поворотными рядами, так как нужна прорезь для надевания, а при смене способа у меня меняется расположение чешуек. Провязываю 2 начальных ряда. У юбки прибавки буду делать по бокам. Провязываю 15 столбиков без накида, а из 16 петли вывязываю 3 столбика. Затем провязываю 33 столбика. И из 34 петли тоже вяжу 3 столбика. Провязываю оставшиеся 15 столбиков. Следующий ряд вяжу с пайетками без изменений. Далее прибавки буду делать из петлей центрального столбика из 3 предыдущих.
Также вывязываю 3 столбика без накида из одной петли. Прибавки делаю в каждом нечетном ряду. Так провязываю столько рядов, чтобы юбка смогла сомкнуться на самой широкой части бедер куклы. У меня это 22 ряда. Если набранные пайетки закончились, обрезаю нить, оставив хвостик. Набираю новую партию пайеток. И продолжаю вязать уже новой нитью. Хвостики потом спрячу в полотне. И теперь с 23 ряда вяжу нужную длину юбки, без прибавок, простым чередованием пайеток и пустых столбиков без накида. У меня получилось еще 28 рядов. Итого 50 рядов на юбку. Закрепляю отрезанную нить и прячу хвостик. Сшиваю юбку, оставив сверху примерно 3 сантиметра. И осталось только пришить застежку. В этот раз возьму липучку. И вот такой вязаный комплект с пайетками у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.